Друзья, всем привет! Сегодня я приехал в лес, чтобы найти лесные грибы. Они мне нужны для одного рецепта, который я для вас подготовил. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь со мной, это будет очень интересное блюдо. А вот и первый гриб, который нам встретился. Такие красивые эти мухоморы. Смотрите, какой красивый заколдованный лес. Тишина, красота. Но почему-то до сих пор я не нашел ни одного съедобного грибочка. Но не будем терять надежды. Друзья, посмотрите, я наткнулся на рыжики. И они вот так, смотрите, вот вдоль дороги растут. Сейчас буду я их собирать. Друзья, смотрите, что я нашел в лесу. Это такой домик, где охотники сидят и выжидают свою дичь. Я думаю, волков или кабанов. Видите, как придумали. И вот оттуда у них такой вид на лес. Друзья, смотрите, какие грибы я нашел. Вы знаете, что это? Это самые крутые грибы. Это же белый гриб. Самые ценные грибы здесь. Вот, наконец-то я нашел два маленьких. Ну, если они есть... Я думаю, что они есть. Ну что, друзья, все. По грибы я сходил. Из самого ценного, что я искал, это были белые грибы. Я нашел 4 грибочка. Я думаю, этого мне хватит. Сегодня я буду готовить жульен. Жульен с лесными грибами и курицей. Я вернулся с леса, и вот что я собрал для жульена. Значит, это белые грибы, 2 рыжика, шампиньоны это уже свои. Нам понадобится еще лук, 2 куриные грудки, масло сливочное, молоко, тертый сыр, мука, сметана. И у меня вот такие вот красивые жульенницы. Это все, что нам понадобится для жульена. Мы сегодня будем делать без сметаны. Это очень важно. И главное, это будет очень вкусно. Так, для начала мы начнем с нашими
грибами, которые я собрал. Я их уже все помыл. Я их порежу вот так. И на 15 минут отправлю в кипящую воду. Смотрите, какие красавчики эти белые грибы. Жульен получится из них изумительный. Так, вода у меня уже кипит. Кидаю туда. Все. И засекаю 15 минут. А тем временем я начну подготавливать курочку. Что нам надо? Нам нужно все это порезать такими брусочками. Поэтому я сначала режу вот так. А потом вот такими вот продолговатыми брусочками. Этого достаточно. Эти вообще не надо. Вот так. Вот отлично. И вот так мы делаем с грудкой. Все, с грудкой я разделался. Вот порезал ее. И да, я еще забыл сказать, что нам понадобится еще одна сковородка. И специи только соль, перец и кориандр. Больше я ничего не использую. Теперь начинаем подготавливать лук. Лук я нарезаю вот такими вот как они называются, перышками. Вот такими вот. Они тоже, видите, они получаются по размеру, ну, так же как такие продолговатые. Вообще, насколько я знаю, слово жульен это обозначает вот нарезка такая вот брусочками. Может быть, я ошибаюсь, но вроде бы так. Так. Все. Одного лука нам хватит. Вот этого хватит. Этот лук нам не понадобится. Перекладываем сюда. Так. И уже можем начинать обжаривать курочку. Что нам для этого надо? Включаем нашу сковородку на максимум. Наливаем растительное масло. Так. И вот здесь очень важно, нам надо на сильном огне как можно быстро обжарить, чтобы она не начала тушиться, а именно обжарилась. Это очень важно. Поэтому, скорее всего, мы сделаем это в 2 этапа, потому что это много на эту сковородку. Мы сначала одну часть обжарим, потом другую. Ну а пока я нарежу шампиньоны. Шампиньоны тоже вот такими вот слайсами. Вот так вот подойдет. Эти формочки, кстати, я купил в России. Здесь я таких не видел. И они мне
очень нравится. Очень оригинально смотрится, и подача в них очень красивая. Все, друзья, вот грибы мы подготовили. Все, что нам надо, мы подготовили. Теперь ждем, когда сковородка хорошо разогреется, и тогда кидаем наше мясо. Пока я не буду ни солить, ни перчить, это все я потом сделаю. Так, друзья, 15 минут прошло. Сливаем воду с грибов и оставляем, чтобы они чуть-чуть остыли. Тем временем масло уже разогрелось, и я начинаю обжаривать мясо. Все, друзья, вторая партия тоже обжарилась. Сейчас мы все это снимем и отправляем в это же масло лук. И теперь и не давайте луку, чтобы он почернел. Вот как только он начнет становиться прозрачным, его тоже надо будет снимать. Значит, смотрите, я мясо пока не солил, не перчил. Теперь я могу мясо посолить, поперчить и немножко кориандра. Вот так. Смотрите, я уже лесные грибы тоже порезал вместе с шампиньонами. Они пойдут у меня следующим. Все делается по очереди, все подготавливается, а потом мы будем все это в наши такие капотницы перекладывать. Все, друзья, лук готов. Снимаем лук. И отправляем грибы. Лук мы тоже немножко подсолим. Немножко поперчим. И кориандр. О, аромат лесных грибов. Чудо. Итак, друзья, все у нас обжарилось. Теперь мы делаем соус. Что нам надо для этого? 2 столовые ложки сливочного масла. И смотрите уже, чтобы огонь не сильный был, потому что она начнет гореть у вас. Просто оставьте его, чтобы оно расплавилось. И сюда насыпаем 3 столовые ложки муки. Вот так. И начинаем все это мешать. И вот когда у нас уже вот такая вот получилось такое тесто,
Мы сейчас сюда добавляем соль. Перец. И наливаем молоко. Наливаем молоко. У меня здесь 250 миллилитров, но не все сразу. Вот. Наливаем и смотрим. Сейчас у нас... Да, еще надо. Я все налью. Так. И начинаем все помешивать, пока не образуется однородная такая масса. Вот такой соус должен получиться. И теперь добавляем сюда все наши ингредиенты. Грудку, грибы и лук. Вот так. Теперь хорошенько все это мешаем, чтобы они все соединились друг с другом и с соусом. Хорошенько, прямо хорошенько надо перемешать. Так, друзья, все готово, я все смешал, включил духовку, значит у меня духовка только верхний гриль на 200, пускай разогревается, а я начну уже раскладывать все по кокотницам. Значит, заполняем их практически до верха. Так. Итак, вот, значит, заполнили. Теперь ложечку сметаны сверху и тертый сыр. Все, друзья, вот это готово. И так делаем со всеми кокотницами. Теперь отправляем это все в духовку. Я думаю, минут на 10, но это уже не важно. Мы смотрим через стекло, как сыр расплавится и появится немножко такая корочка, то все, жульен готов. Ну, я думаю, минут 10. Все. Через 10 минут будет дегустация. Ага. Так, друзья, 10 минут прошло, я посмотрел, уже зарумянилось, поэтому я считаю, что готово. О, смотрите, какая красота. Готов. Посмотрите, какой тут у нас соус, сметана, сыр. Все соединилось. Теперь попробуем. Вот он, лесной грибочек. Отлично, очень нежное мясо. Соус, обязательно попробуйте такой соус. Не берите майонез, попробуйте этот соус. Он вас очень приятно удивит. Спасибо за просмотр, всего хорошего.